Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на любовь и отношения, на загаданного мужчину для женщин. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, на своего мужчину. И мы посмотрим с вами все, что пойдет из потока, о чем вам нужно или необходимо, или важно знать сегодня, прямо сейчас. Итак, давайте посмотрим, что в пространстве ваших отношений присутствует, и от этого оттолкнемся. Что в пространстве отношений? Что в пространстве отношений? А на первом месте стоит дьявол. Ну, по дьяволу тут можно давать совершенно разные моменты, но как минимум здесь может быть и темные силы какие-то сконцентрированы вокруг вас, да. Но может быть и взаимная зависимость, да, то есть вы зависите от обстоятельств в этих отношениях, ваш партнер может зависеть от обстоятельств. Ну и ваши отношения зависят от не самых чистых обстоятельств, да. Ну и эта ситуация, она как бы в прошлом у вас. Но посмотрим, как будет развиваться этот дьявол в будущем, да, вот так. Тут жезлов. Смотрите, здесь женщина пытается взять под контроль мужские энергии. А мужчина может быть заложником прошлых обязательств. Да, вот так. Ну, может быть, мужчина пытается тоже взять ситуацию в свои руки, но может быть некая женщина, и это можете быть как вы, да, так и соперница, да, то есть может быть некая конкуренция за управление мужской энергией. Центральная карта очень важная. Давайте смотреть. Ну, а центральная карта – мир. Знаете, ну, как минимум, либо вы пытаетесь найти выход из кругов ада. Огненная карта. Ваши отношения, они больше напоминают огненный процесс. И вам важно найти выход, да? Ну или, например, у вас какая-то непримиримая вражда или какая-то непримиримая конкуренция, да? Ну, либо здесь больше я пока ничего не дам, потому что из потока мне не идет ничего, кроме попытки найти выход из ситуации, которая напоминает несколько кругов ада. Вот так. Ну вот он, рыцарь мечей, да, или рыцарь мечей, да. Вот он конфликт. Вы пытаетесь в конфликте взять ситуацию под контроль. Каждый своим способом. Ну и еще пятерка жезлов, она усугубляет этот конфликт. И давайте так скажем, на что похожи ваши отношения сейчас, да, или какая ситуация, какая энергия. Вы пытаетесь найти способы, как примириться, как выйти из тех кругов адского конфликта, который порожден обстоятельствами, которые сложились уже достаточно давно. И вот тут две карты, да, два старших аркана играют большую, ну, важную роль в ваших отношениях. Главным арканом, центральным является мир, примирение, да, и выход из ситуации. А основоположник – это заложник ситуации. Дьявол – это заложник ситуации. Вы что-то как будто бы либо должны друг другу, либо вынуждены избавляться от этого долга. Ну и здесь еще такая ситуация, где вас может ссорить, да, то есть рассорка, некая
ну, женщина, скорее всего, да, туз жезлов все-таки, но это больше мужская карта, но она в женской интерпретации, которая, может быть, просто пытается, ну, повлиять на эти отношения негативным образом. Женщина может быть, в принципе, любая, да, или ваша соперница, или какая-то посторонняя женщина, там, мама, сестра и так далее. Ну, вот такой вот момент. Хорошо. Давайте обратимся к дьяволу. Вот эти ваши круги ада, как долго они будут продолжаться в отношениях? Давайте вот с этой точки зрения посмотрим, как долго это еще может продлиться. Все зависит от настроения и чувств вашего партнера. И смотрите, ваши отношения еще можно так охарактеризовать. У вас все хорошо, потом раз, бах, трах, увы и ах, но трах-бабах. Да, вот так тоже можно сказать. И все это зависит от того, в каком настроении, с какой ноги проснулся, да, ваш мужчина, да, например, ваш партнер. Поэтому как долго? Нету конкретики, нету четкого какого-то здесь, ну, какой-то четкой даты, четкого срока, да. То есть как долго? Ну, трудно сказать. Все зависит от того, как эмоционально будет настроен ваш партнер. Хорошо. Допустим, вы считаете, что никто не влияет на эти отношения. Хорошо. В чьих руках управление ситуацией, да, вот у кого инициатива в этих отношениях? Кто лидер, кто альфа и кто омега, да, вот так. Здесь, скорее всего, лидером является мужчина, но этот мужчина как минимум либо беспринципный, пятерка мечей, да, либо нечестный, либо, ну, там, непорядочный, да, вот так. То есть в руках мужчины. В руках мужчины, но это не есть хорошо в этой ситуации. Возможно ли примирение в ваших отношениях, скорое примирение? Можно ли на него рассчитывать? Туз кубков, да. Да, особенно если мужчина испытывает к вам чувства, и если он, ну, как бы контролирует свои эмоции. То есть, когда он спокоен, то примирение возможно. То есть ключиком к вашему примирению является эмоциональное спокойствие и стабильность вашего партнера. Но учитывая то, что им управляет дьявол под диригентством или под дирижерством некой женщины, то это может быть либо крайне трудно, либо это будет нечасто, нестабильно. Да, вот так. Рыцарь мечей. Куда идет ваш конфликт? Вот если вы этот конфликт не будете никак пытаться загладить, да, а если будете накалять ситуацию, тогда что? Ну, тут вы можете его и не накалять. Опять-таки, многое зависит от чувств мужчины. Тут все по воде идет, вода, вода, вода. Если вы не будете никак влиять на конфликт, да, и никак не будете его примирять, ну, может быть, все будет так, как и было. Но, опять-таки, влияние прошлого на эти отношения будет продолжаться все равно. То есть вы сильно и не испортите эти отношения, но и от прошлого не избавитесь. Вот так получается. Хорошо. А если вы, ну, как бы наоборот, в этот конфликт будете подкидывать, как говорится, топливо, да, ну, эмоционально, например, его подпитывать, да, этот конфликт, тогда что? Ну, тогда мужчина от этого станет еще горячее, активнее, и мужчина будет питаться силой, огнем этого конфликта. Мужчина станет сильнее. Поэтому, возможно, вам, ну, сильно пытаться успокоить не надо, но и разжигать не надо. Да, вот где-то какая-то, ну, такая сторона с вашей стороны по отношению к этому конфликту должна быть более-менее нейтральная. Хорошо. Какие чувства испытывает к вам вот этот мужчина сейчас?
знаете, он либо эти чувства полностью скрывает по разным причинам, в том числе и из-за дьявола, да, либо, он в вас видит, такую женщину, которую либо боится, либо чувствует, что вы пытаетесь взять над ним контроль. Но опять-таки это чувство может быть и вызвано именно попыткой взять его под контроль вашей соперницы. Если у вас есть таковая соперница, здесь она как бы идет, да, по картам. То есть как бы больше про треугольник, да, может быть какая-то магия там, то есть вот такое, что влияет на него. Хорошо, почему он так с вами ведет себя, да, почему он так поступает? Не очень хорошо. Вы сами знаете как. Потому что он считает себя правым, потому что он считает себя умным, потому что здесь Водолей, он считает себя лидером, тут у него еще король жезлов, король мечей, то есть он считает себя, центром вселенной, да. Он считает себя правым и имеет на это право почему-то. Может быть, просто считает себя более сильным, да, альфачом таким. Хорошо. А по-настоящему ли он любит вас? Вот давайте посмотрим, это любовь у вас или ваши отношения можно назвать любовью, чистыми чувствами? Да, вот так давайте спросим. Именно о чувствах. Это любовь? Да, это может быть любовью вполне. То есть в этих отношениях есть зерно любви, и тут уже, видите, тузы идут. То есть все зависит от того, как вы будете выращивать это проросшее семя любви. Да? То есть любовь ли это? Да, но она вот такая. Да? Хорошо. А изначально, ранее, он вас любил? Это была любовь с первого взгляда, или он вам, например, говорил, что он вас любит. Карта такая, 50 на 50 весы, и да, и нет, может быть. Я бы так сказал. Он это понимал, и да, но эта любовь не была еще такой горячей, какая она могла бы быть. Чего он от вас добивается, давайте спросим. Давайте так. Он добивается от вас чувств, но этот человек, он такой, знаете, сам нестабильный по разным причинам. По причине своего характера, то есть он такой жесткий, да, скорее всего. И может быть вот эта вот луна, дьявол, здесь мне не очень они нравятся. Они как минимум на его эмоции, на его характер сильно влияют. То есть они как бы усугубляют конфликтную ситуацию между вами, да, которая еще впереди. То есть вам, с настоящим конфликтом вам еще придется впереди столкнуться. Поэтому, давайте так скажу, он добивается от вас, чтобы вы были на таком эмоциональном крючке. Дьявол-то есть, вот это вот эмоциональный крючок. Вот он, дьявол, луна и паш, да. Хорошо. Какими чарами вы его контролируете? Я так скажу, у вас очень высокий потенциал сексуальности, интима, и это прежде всего интим. Такая карта выпадает. То есть вы достаточно энергичный партнер и достаточно такой, можно сказать, огненный. Можете ли быть это вы? Да, но тогда вы имеете над ним такую сильную власть, что он ей сопротивляется. Если вы знаете, что у вас нету соперницы, да, вы смотрите вот так со стороны, тогда у вас соперница – это вы. Вы сами как бы являетесь себе соперницей, да. И ваша сильная позиция здесь может иногда и вредить. Да, вот так. О чем он думает сейчас? Вот его мысли не о вас сейчас, а вообще. О чем?
Ну, он пытается разобраться в своих чувствах прежде всего к вам, понять, куда ведут его эти чувства. И он пытается ускорить тот процесс, в котором находится вместе с вами. На что можно рассчитывать в этих отношениях? Ну, давайте так. На что, как могут материализоваться, то есть какое дерево или какое растение вырастет из этого туза, да? То есть во что могут перерасти ваши отношения? Вот так зададим вопрос. Ну, пока что они будут перерастать в борьбу, и я вам говорил, у вас она впереди. И каждый будет отстаивать свои интересы, свою выгоду, свою позицию. Поэтому через борьбу у вас будут вырастать ваши отношения. Возможен ли после примирения брак, брачный союз у вас? Солнце, да, безусловно, это возможно, и карты не исключают даже продолжение рода. Будете ли вы вместе? Колесница. Высок потенциал, и ваше совместное пребывание, оно обусловлено поездкой, переездом, влиянием семьи, особенно мужчины. То есть, например, отец может вам помогать, брат может помогать. Здесь мужская линия, она как бы помогает. И это семейная карта, поэтому у вас семейный потенциал пока что в этом раскладе обещает быть достаточно таким светлым, да, то есть светлый путь. Что вам делать? Что вам не делать? И совет высших сил, который даст вам некое такое понимание, да, еще больше по ситуации. Что делать? Ну, смотрите, десятка жезлов. Вам необходимо, и вы вынуждены тянуть на себе, в кавычках, крест этих отношений, да, то есть вам нужно выдерживать эту сложную ситуацию. То есть бросать эти отношения сейчас вам нельзя. То есть надо продолжать отношения. Да. Что не делать? Ну, смотрите, не стройте иллюзий и будьте готовы в этом неделании к самым разным открытиям себя и вашего партнера. То есть не обольщайтесь и не думайте, что эта любовь и эти отношения у вас уже в кармане. Так вот. То есть не пребывайте в розовых окулярах. Да? И совет вам от высших сил. Совет говорит о том, что вам нужно надеяться на лучшее, готовиться к худшему, не отпускать руки, не опускать рукава, как говорится, да, и строить планы, но учитывать все моменты, о которых мы сегодня здесь поговорили. И я бы выделил здесь вот все-таки в этом раскладе позитив в перспективе и сильную концентрацию негатива в прошлом. То есть вам нужно стараться, чтобы у вас за спиной, в вашем прошлом, да, и влияние прошлого было минимальным. Вот такой вот меседж сегодня от высших сил. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і почуємось. До зустрічі. Па-па.